Слушай, мне что-то Марло Брендо написал, прикинь. Улица Стальная, дом 8. Опа. Та-та-та. Приходи в другой раз, щенок. Это ты уйди с дороги, щенок. Проваливай, пока мы тебя не заставили. Дамы и господа, вас приветствует Шрамоложка. Уверенность возрастает на 99%, ведь сегодня мы полноценно отыграем GDH и впервые встретимся с мафиози по имени Санчес. Да пребудет с нами сила. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы наконец-то внедряемся. Да-да, наконец-то мы готовы. Легенда есть, новая одежда есть, прическа и грим накаляканы. Короче, либо сегодня нам удается внедриться в банду к Санчезу и таким образом найти лабораторию GDH, либо я просто отвратительный актер. На меня сейчас надеется вся группировка Марло Брендо. Ой, блин, страшно. Самое главное, чего нужно придерживаться в нашей легенде, мы якобы поссорились с Марло Брендо, и Санчезу это должно понравиться. Вроде все. Так, ладно, давайте еще раз. Получается, во, я ненавижу Марло Брендо, ненавижу. Дайте вступить в банду к Санчезу. Я обожаю Санчеза. Дилан? Че такое? Печатает. Фу, ну чё, получается день X настал? Ждем инструкции и лезем внедряться? Ну да, получается так. Эй, Ло, слушай, надеюсь, ты понимаешь, что малой кровью ты вряд ли отделаешься. Марло, конечно, пытался говорить максимально обтекаемо, но все его тренировки, гопники, стрельба, тесты... Он явно ждет, что тебе придется пустить в ход все навыки. Заряди пистолет, прежде чем туда отправляться. И давай на всякий случай повторим твою легенду. Так, ладно, что ты меня пугаешь, Дилан. Давай повторим. В общем, GDH, то есть ты, сбежал с острова и пошел за помощью к Марло. Марло решил продать тебе Евсею. Слухи о большой сделке между главами как раз уже гуляют. Евсей, кстати, судя по моей информации, никак эти разговоры даже не опровергал. А значит, эти слухи до него еще даже не дошли. Короче, судя по тому, что мы выяснили о GDH, я бы на твоем месте сказал что-то типа... Ты узнал о планах бренда тебя продать, и теперь хочешь ему насолить. Вот, да. Не скрыться из-за того, что боишься, а именно отомстить ему за то, что он собирался тебя продать. Однако, блин, такая стратегия может быть опасная, потому что Санчес будет ждать от тебя хоть какой-то инфы, которая поставит Марло под удар. Ой, тебе реально придется доказывать, что ты хочешь отомстить. Но есть другой вариант. Сказать, что ты узнал, что бренда хочет тебя продать, и сбежал. Но этот вариант выставит тебя трусом и может дать Санчезу повод тобой манипулировать. Хотел бы я предложить варианты без риска, но здесь таких нет, Ло. Подождем, когда Марло тебе напишет. Можешь заранее написать завещание. Если все пойдет не так, оно тебе пригодится. Я претендую на часть наследства. Эй, Ло! Ой, Ло, что там, Ричард? ты что там делаешь? О, блин. Ты так ничего и не сделал с этим шрамом. Ладно, неважно. Так, если что, я хотел тебя предупредить. Если спросят, ты только что смонтировал мой новый видос и поставил его рендериться. Понял. А мне ведь и правда нужен монтажер. Мне становится сложно работать со всем этим в одиночку. Всю ночь сидел за монтажом. Может быть, нанять кого-нибудь, а? Но кто-то явно заметит изменившийся монтаж. Ладно, и плевать. Пусть замечают. Я должен развивать свой контент, а не стоять на одном месте. Так, ладно, пойдем завтракать. Ой. Пойдем. Окей, так, ладно. Я, получается, смонтировал видос. Я супермонтажер. И выгляжу я, конечно, очень странно. Ни у кого не будет вопросов, почему я так оделся. Надеюсь, что нет. И, кстати, так, пистолет надо зарядить. Все, зарядили. Так, ну и получается, да, мне нужен просто завтрак. Эй, всем доброе. Ай, блин, Брай, ну ты не понимаешь. Это все очень опасно! О, Тим, это просто таблетка от головы. Почему ты... Нет, не просто таблетка. Это они хотят, чтобы ты так думала. Фармацевтические компании с помощью низкочастотных звуков вызывают головную боль, а потом чипируют всех через таблетки.
Господи, серьезно? Какой же ты скет. Да уж, Тим. Так можно сказать обо всех таблетках. Ну, вот именно, Брай! Не слушаешь меня, так послушай хотя бы ее! Эй, Тим, тебе не поверят без доказательств. Ты должен поймать этот низкочастотный сигнал и показать его. Вот это реально вера. О, господи. Тут такая комедия, а я даже повеселиться нормально не могу. Башка просто раскалывается. Тихо, Брай, не перенапрягайся. Я тебе сейчас что-нибудь принесу, окей? Да, спасибо, Клео. Да? Какой принесешь? Нет, Клео, остановись! Остановись! Это... Ты лучше займись записью сигнала. Возможно, сейчас они не прислушаются к тебе, но ты будешь готов, если у Брай снова заболит голова. Вообще да. Или у кого-нибудь другого заболит. Но после завтрака. Международные компании хотят, чтобы я перестал завтракать. Не перестану! Я буду завтракать! Каждый завтрак завтракать. Бога ради, Тим. Вот, возьми, Брай. Таблетка от головы. И как скоро они подействуют? Не засекала. Ну, может быть, через полчаса? Ладно, спасибо. Я тогда пойду полежу немного. Ой, в тишине, Тим, в тишине. Будет у меня такой сегодня неофициальный выходной. Только Риордану не рассказывайте, пожалуйста. Давай, Брай, выздоравливай. Кстати, Ричард, хотел спросить. Мы снимем совместное видео или как? Чё? Уже совместку? Кстати, а ведь это хорошая идея. Ты уже часть хаоса. Пора вливаться в команду, Ричард. А мы ведь даже на публику все еще не объявили о твоем присоединении. О, вот именно. Надо, соглашайся. Да, блин, ладно. У меня как бы вообще-то с этим проблем нет. Но сначала завтрак, ребят. Еда. О, наш человек. Таблетки, которые издают низкочастотный звук, который что там заставляет, я уже даже не помню. Потом чипируют всех через таблетки. Господи! Я обожаю Тима, правда. Так, кстати, погоди-ка, не зря здесь все собрались. Мне прямо сейчас... О, Тим пропал, окей. В любом случае, у меня прямо сейчас есть цветочки. Хочу подарить Клео. О, как неожиданно. И приятно. Спасибо, Ло. Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста. Так, а теперь мне нужно найти Тима, который, видимо, уже успел уйти сюда. Эй, Тим? Стоп, погоди, а куда он ушел? Ребята, Тима не видели? Так, о, стиральная машинка, погоди-ка. У меня как раз полностью испачкалась вся одежда, поэтому бам-бам-бам. И это будет стоить 225 В. Это интересно, за что я плачу? Типа, за порошок? За электроэнергию? Да, мне нужно 1,5 минуты, поехали. Минус 225, жесть. Так, теперь мне нужен... О, Тим, появился все-таки, здорово. Хочу подарить тебе редстоуновую пыль, вот. О, супер, знал, что ты крутой, спасибо. И тебе спасибо, и тебе. Так, жареного мяса у меня нет, Ричарду не подарю. Эй, Ло. Слушай, мне что-то Марло Брендо написал, прикинь. Он отправил какой-то адрес. Сказал, что ты знаешь, что это. Улица Стальная, дом 8. И приходить туда надо еще к 11, сказал. Он просил тебя не вступать с ним в контакт, пока вы не закончите. Что бы это, блин, не значило? О, Ло, я не знал, что ты все еще с ним работаешь. Зачем? Мне вообще стоит об этом знать, а? Нет, Ричард. Нет, забей, это мое. Ну, я тоже так подумал. Постарайся больше не попадать в тюрьму, а? Давай. Твои задачи, твои заботы. Ну да, это правда. Так, короче, смотрите, ребят, у меня тут на самом деле появились сундуки. Ну, то есть они были, но я начал их использовать. Я понял то, что чистый инвентарь — это реально бомба. Пушка-колотушка. Ибо благодаря этим чистым инвентарям я могу нормально выполнять задания. О, задание называется... Тачка. Принести одну тачку? В моем саду всегда полно работы. И сейчас я ищу тачку, чтобы упростить перевозку растений и садового инвентаря. Даже стало интересно, как это крафтится. Так, получается, известковый кирпич? Это вообще где такое достается? Первый раз вижу. Далее палки и деревянный котел. Скорее всего, я сделаю это задание, но, напоминаю, нам нужна улица Стальная, дом 8. И время у нас 9:42. За это время я, наверное, даже успею взять заказик. Погнали. Так, вот там сдать, вот там взять. Отдаем посылочку, приветствуем. Давай сюда.
И вам не хворать. Самое главное, чтобы деньги платили, все остальное, честно говоря, плевать. О, 900 опыта улучшения. 737... Что? Чаевые? Мало того, что она заплатила 650, так еще и чаевые оставила. Короче, пользоваться автобусами прям надо-надо. И в итоге, смотри, куда я прибежал. Это то самое место, где раньше мы жили. Здесь у нас находится улица Стальная, и причем не просто Стальная, а именно 8. То есть где-то здесь, я так понимаю, во дворах должен быть Санчес. Я правильно понимаю? Здравствуйте, старики. Не поговорим. Улица Стальная 9. Так, ну если 8П или что там 8А, то это явно дворы. То есть куда-то сюда надо пойти. Далее здесь у нас... Опа. Та-та-та. Походу я пришел по адресу. Сейчас, погодите, поем немножко. Не-не-не-не-не. Все, последнее на сегодня. Больше я это жрать точно не стану. Даже если это будет угрожать моей жизни. Что? Слушай, не понял. Не-не-не-не, только не жареное яйцо. Реально? Ты не хочешь? Какой привереда, офигеть. А мне нечего тебе предложить-то. Так, ну ладно. Здравствуйте. Ой. Прям так сразу? Уф, как много. А вот и Слышь, он. тебе туда нельзя. Да, а что значит? мне туда Приходи нельзя? в другой раз, щенок. Так, погоди. А мне... А, ну да, Санчес-то ничего не знает. Мы-то с Санчезом ни о чем не договаривались. Понял, понял, простите, ухожу. Это ты уйди с дороги, щенок. Вообще-то мне назначено. Ну... Я не буду лезть с кулаками, это слишком плохая идея, как будто. Мне назначено. Ты, кажется, не понял. Сегодня с боссом ни у кого встреч нет. Проваливай, пока мы тебя не заставили. Чё, прям... Подожди, ну... Так... Простите. Нет, я не буду так делать. Может... Я тебя предупреждал, парень. О, тихо, 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 молодые! Молодые, бога ради, пожалуйста, нет! О, Давай, боже держи, мой! Нет, нет, нет. Ладненько, я понял, о чем предупреждал Дилан. Так, -1, замечательно. Так, еще один. Прости, но мои выстрелы сильнее твоих. Давай, догоняй его. Нет, господи! Еще! Да вы издеваетесь! Я тут еле-еле с этими справился! Какая партия мафиози! Я с такой партией реально не справлюсь. Это же невозможно. Я могу вот так вот ходить, стрелять бесконечно, но только при условии, что у меня есть эти самые патроны. Хотя, погоди-ка, слушай. А ведь я каждому по половинке точно снял. И если я справлюсь хотя бы с 2-3, то дальше уже точно пойдет проще. Тихо. Последние удары. Да! Да, наконец-то! Я реально в шоке, ребята. Если бы это можно было назвать босс-файтом, это был бы самый жесткий босс-файт. Так, погоди. Ну чё? Где тут Санчес? Я перебил реально всех. Так. Санчес. Некрасиво. Некрасиво, когда гости врываются без приглашения. Должен сказать, я не ожидал такого сюрприза. Чем обязан? Устроил драку, уложил моих лучших парней. Для чего? Я слыхал несколько интересных слухов про тебя. Кажется, ты попал в интересную ситуацию. Да. Что, прям вот тебе настолько... Я так полагаю, ты хочешь что-то предложить мне? Тебе вообще плевать, то, что я перебил всю твою банду? Так, окей, ладно, я отыгрываю GDH. Подожди, а он понимает, что я GDH? Ладно, неважно. В смекалке тебе не откажешь. Нет, я здесь, чтобы ты стал моим подчиненным. Пока что я пришел просто познакомиться с тобой. А там посмотрим. Так, давайте, наверное, дерзить будем, потому что я перебил всю его мафию, всех его пешек. В смекалке тебе не откажешь, да. Мне есть что тебе предложить. И что предлагаешь? Вражду с Евсеем и Марло, да? Звучит не очень заманчиво. Да? Подожди. Ой, тогда это странно. Ты получишь меня. Ты не найдешь союзника полезнее. Ты получишь доступ к моей лаборатории. Ты получишь доступ к секретам Марла и Евсея.
В таком случае вражда с ними уже не будет страшна. Ты получишь меня? Ты не найдешь союзника полезнее? Ведь ты не ошибаешься. Одного твоего имени будет действительно достаточно для расширения территории и получения новых подчиненных. Эй, детка, повтори ко мне. Но стоит ли этот риск того? Не просто же так ты маскируешься, да? Кажется, Евсей устроил на тебя серьезную охоту. Марло будет очень разочарован, когда поймет, что ты разгадал его и метнулся ко мне. Таким образом, союзничать с тобой, обострить отношения с двумя сильнейшими кланами. Поторопись, детка. Давай устроим небольшую проверку. Использовать твое имя было бы действительно забавно, я не спорю. Но сможешь ли ты работать на меня? Ты когда-то отказался со мной сотрудничать, если ты не помнишь. Да, тогда я был намного слабее, так что... Зла я на тебя не держу. Сам бы не стал с собой с прошлого возиться. Но я не могу принять тебя просто так. Мои парни меня не поймут. Я свое сотрудничество дважды не предлагаю. Ну ты, конечно, особенный случай, поэтому мы так и быть сможем найти компромисс. Ну так что? Небольшая проверочка от меня, и если ты ее проходишь, ты в деле, а? По рукам? Так, погоди, а какого черта ты мне Я только что положил лучших твоих мафиози наверняка. Тебя вообще ничего не волнует в этом диалоге? Почему ты мне условия ставишь? Так, ладно, я отыгрываю GZH. Это я ставлю условия. Да, вот это самое важное. По рукам. Слушай, ты, конечно, красиво стелишь, но я тебе не девчонка на побегушках. Если тебе надо перед пацанами выпендриться, то так и быть. Но это разовая акция. Вау, какой... Блин, это очень крутой ответ, прям по-GDH-овски. Оставь свои проверки для полных идиотов, пока. Ну, короче, ты, конечно, красиво стелишь. Так и быть, но это разовая акция. О, вот и чудесно. Меня устраивает. Сегодня у меня несколько новичков планируют небольшое дельце. Ограбление магазинчика. Ты уж подсоби им, паренек. А то это территория Марло, они нервничают. У тебя ж с этим не будет никаких проблем, да? Блин, а вот это, конечно, жестко. То есть мне придется реально залезть на территорию Марло. Какие у меня могут быть проблемы? Я собираюсь получать от этого удовольствие. Я бы, знаешь, предпочел не связываться с Марло сейчас. Слушай, Санчес, у тебя, может быть, что поинтереснее есть, чем банальный грабеж? О-о-о, вот это ответ, да. Нет. Я же говорил, что проверка совсем не сложная. Парни встретят тебя в доме по адресу улица Н. Слизняк, дом 1. В 5. Честно говоря, я понятия не имею, как их зовут. Но я не думаю, что это интересно и тебе. Я уже чувствую, насколько плодотворными будут наши сотрудничества. За нас! Буду ждать новостей. Как же ему плевать. Ну да, он вообще не из благородной мафии. Марло Брандо, когда говорил о том, что Санчес вообще ни во что не ставит человеческую жизнь, ни капельки не преувеличивал. Так, задание проверка обновлено. Да, просто я положил буквально всю его мафию, а он такой, ну... Ладно, можешь со мной посотрудничать, так и быть. В общем, еще раз, давайте так. Парни встретят тебя в доме по адресу улица Н. Слизняк, дом 1. Улица Н. Ой... Я просто первый раз слышу о такой улице. Так, Дилан. Обалдеть. Все прошло лучше, чем я думал. Санчес даже не потребовал от тебя никаких объяснений. Видимо, хотел показать, насколько хорошо осведомлен. Но, Ло, он, видимо, сомневается в том, что ты с Марло поссорился, раз отправляет тебя на его территорию. И вообще-то он прав в своих сомнениях. А тебе все-таки стоит надеть нормальную одежду на ограбление. Я на всякий случай продублирую тебе сюда адрес места встречи. Улица Н. Слизняк, дом 1. Да, окей. Подожди, нормальную одежду на ограбление это что? Ну давайте на чистоту. Улица Н. Слизняк это явно не в центре, потому что весь центр я уже исследовал. Здесь у нас Университетская улица, здесь проспект Харриса, тут Ричмонда, бла-бла-бла. И дайте угадаю, прямо сейчас я не могу взять и поесть даже жареное яйцо, правда? Нет, меня уже тошнит от этого. Пипец. То есть мне надо выкинуть сейчас жареные яйца куда подальше. Далее морковка у меня кончилась. И все!
То есть мне нужна где-то еда. О, магазинчик, нищий магазинчик. Как я по тебе соскучился. Так, жареные яйца уже не прокают, поэтому жареные яйца мы не делаем. Боже, а что я могу купить? Ну, наверное, печеньки. Так, я могу их? Да, 2, 3, 4. Так, я понял, короче, 4 одинаковых продукта можно съесть, после этого уже нельзя. Клубничное мороженое, конфетка. Вот, конфетки тоже покупаем. Все самое дешевое, это мое. Чего много, того и берем. Обычные печенья берем, они дешевые, их можно поесть. Мне четко и внятно сказали переодеться, поэтому возвращаемся. Привет. Осенняя обувь, чистота 3 и чистота 3. Все, это снимаем, переоделись. Супер. Осталось только понять, где находится улица Слизняка. Или как она там называется, я уже опять забыл. Улица Слизняк, дом 1. Так, ну получается, вот Западный проспект — это территория Марла. Поехали туда. Добро пожаловать на борт автобуса. Спасибо. И это, кстати... Как тут они... Йоу, как гоняют, а? Сейчас, погоди, где мы находимся? А, погоди, это не территория Марла. В любом случае, давай сразу посмотрим, какие у нас здесь есть названия домов и... Что? Ребят, я клянусь, я... Что? Санчес сказал приходить сюда к 5. Сейчас 16:57, то есть остается совсем немного подождать. И мне даже интересно, вот ровно в 17 часов эта локация как-то поменяется или нет? 16:59, мы внимательно следим и... О! Ну вот, зато мы увидели, как прогружается территория. Здорово, парни. Ты тот новенький, о котором босс предупреждал? Я Джейсон. А это Кайл. А ты кем будешь? Я... Ну, этот... Как его? Джон? Ну, типа, точно не ложка, получается... Подожди, мне нужно это говорить? Давайте так. Получается, Санчес сейчас проверяет меня на вшивость. Ну, то есть, если я отыгрываю GDH, то, ну, мне 100% нужно говорить Джон. Окей, я Джон. Ладно, короче, не вижу смысла долго болтать. Давай вот так скажу. Мы сейчас входим в магазин. Ага. Кайл сидит в машине. Я угрожаю работникам, ты обносишь кассы. Ничего сложного ж, да? Вошли и вышли, приключения на 20 минут. Не забывай, мы на территории бренда, нам нельзя задерживаться. Да, и увидишь ментов, реально, стреляй. Я не хочу, чтобы нас поймали из-за тебя. Эй, чё ты? Не беспокойся, здоровяк. Все пройдет просто охрененно. О, что это? Давайте уже, нечего тянуть. Чего это мне дали? Лыжная маска? Чего? Окей. Боже, мы прям по улице, и какие вы тупые грабители! Ну или не тупые, ну не знаю, в общем, это... Всем лежать! Это ограбление! О, боже, боже. Давай, быстрее! Блин, чё я только не делаю ради лаборатории, ради Дилана и, видимо, ради Марло Бренда. Чё ты там, как, все закончил? Видимо, да. Тогда сваливаем! О, бежим! Давай, показывай, чё сколько взял. Так, сейчас, погоди, факел. Я не знаю. О, резко деньги появились. Да, я ж говорил, все пройдет идеально. Да, никто даже не успел вызвать полицию. Это хорошо. Мне еще один привод не нужен. Давай, бывай. Слушай, а деньги? Да. Стоп, у меня 10 тысяч. У меня сейчас наличка 10 косарей. Фига, я богатый. Так, это... Подожди, я правда не знаю, что делать. Как я должен доказать Санчезу то, что я все сделал? Ну, наверное, просто деньги принести. Ну да, это, наверное, лучшее доказательство. То, что мы на территории Марло Бренда ограбили какой-то магазин. Ой, блин, какая тупость на самом деле. Надеюсь, то, что с этими двумя меня жизнь уже не свяжет. Так, Дилан печатает. Ты даже чипсы Ричарду не украл. Как так-то? Тебя это еще и веселит, Дилан. Это реально все, что ты хотел мне написать? Ну, да. Понятно. С этими деньгами мне явно нужно что-то сделать. И ощущение такое, то что да, это скорее всего будет Санчес. Вряд ли я должен потратить эту наличку на себя. Ой, кстати, в маске хожу. Простите.
Я не знаю, у меня косплей такой, сори. Я отыгрываю грабителя, вот. Учитывая, что я не знаю, куда нам сейчас нужно, попробуем вернуться в Блогер Хаус. Да, знаете, что меня раздражает в общественном транспорте? Общество. Знаю, знаю. Так, по идее, это тот бульвар, который мне нужен, пожалуйста. Я же внизу? Да, вот, все, вот. Надо запомнить, Южный бульвар — это вот эта локация, а получается, Северный бульвар — это вот здесь наверху. Все, я постараюсь запомнить, правда. Как я буду потом отчитываться перед Марло Брендо? Ну, скорее всего, он, конечно, все поймет. Так, здесь у нас кто-нибудь есть? О, я могу зайти. Но при этом ни с кем не могу поболтать. Здесь никого. Ребята, где все? Ну вот, я теперь Привет. даже не... Ой, привет, Ложка! Мне подписчик подарил коробку конфет, прикинь? День прожит не зря. Само собой, я проверила, запечатана ли коробка и все такое. Вам с Ричардом, кстати, лучше делать точно так же. А то мало ли какой там фанат попадется. О, окей. Брай. А я вот как говорила, сегодня сделала ничего. И не жалуюсь об этом. Завтра, конечно, придется репетировать больше и снимать в 2 раза больше. Но это проблемы завтрашней меня. Понятно. Так, в итоге Тим и Глен, видимо, на 2-м этаже. Ричард, здорово. Да, здорово. Снял я, короче, совместное видео с Тимом. Теперь Дилан спамит комментарии про права автоматонов мне под видосы, блин. Будто мне нашей личной переписки недостаточно. Но зато у меня произошел прирост подписчиков. Клео сказала, что такими темпами я быстро добью свой первый миллион. О, миллион. Нифига! Ты настолько популярный уже? Вот бы на меня так подписывались те, кто не подписаны. Вот бы кто-то понимал мои намеки. Вот бы, блин. Да, подписывались на меня. Спасибо. На всякий случай гостевая. Здесь у нас пусто. Тут у нас просто камера. Эй, Тим. Эй, Глен. Вы здесь? Погоди, а где Тим и Глен? Видимо, они просто где-то тусуются и придут потом. Короче, что мы будем делать с этими деньгами, я правда не знаю. Очень надеюсь, что они останутся при мне, и Санчес просто скажет... Ну ладно, так и быть, ты заслужил. Возьми это себе, мне эти деньги это копейки. Ребят, на этом я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось. Наконец-то мы встретились с Санчезом. Я уверен, что в скором времени нужно будет делать очень сложный выбор, потому что у нас одновременно открыто много арок. У нас GDH, у нас лаборатория GDH, у нас возвращение во вселенную, гипнотерапия, про которую я еще не забыл, отношения с другими блогерами, они же явно здесь не просто так, тело Дилану и бла-бла-бла. Да, очень много тем, много арок, поэтому будут выборы, я уверен. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться, потому что скоро нас ждет буря. Хотя, если так подумать, она уже началась. Я сегодня еле-еле ноги унес от этой мафии. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и полностью разряженный... неразряженный пистолет. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.